Что за вопросы? Ну, не самого. Нет, огромная цена, мне кажется, прям очень. Так, но я пробил уже примерные суммы. Блюгем. Не может такого быть. Может, она стоит $50. Я даже не знаю такой скин. Соло. Всем привет, мы в Рияде, как вы знаете. Я поймал пацанов на небольшом перерывчике на медиадне EWC и спросил у них, что стоит дороже, какая-то вещь из КС или вещь из реальной жизни, условно связанная с Эр-Риядом, Саудовской Аравией и вот этим всем антуражем. Я называю им две вещи, они должны угадать, какая стоит дороже. Проигравший разыграет для вас скин из своего инвентаря. Тычковые ножи Автотроник. Сколько они стоят денег? Короче, где-то 140 баксов. Нормально. Ну, у меня есть нож, вот этот Flip Knife за 150 баксов. Ультрафиолет. Отлично. Принимается ставка. Так, окей. Приятно с вами работать. Ладно, есть у меня. Статрек Глок, татуировка дракона. Сколько О, денег? нет, я не буду его разыгрывать. Он 500 баксов стоит. Тебе жалко для подписчиков, Давид? Ладно, есть сувенирный 5.7 Fall Hazard. Сколько с денег? $150. Нормально. Вы в одной ценовой в целом полите. По 250 роспись татрековский, минимал вер качества. Же его Я ставлю отдашь? АВП. Вот картинка. Первое. Нож керамбит, поверхностная закалка с паттерном 387. Это что, мне дает, думаешь, что-то? Обычный? Блюгем. Или Бугатти Широн. Бугатти. Бугатти Широн. Бугатти Широн. Широн, конечно. Бугатти Широн. Правильно. Проблема в том, я не знаю, сколько они стоят, эти ножи, но вся моя команда скинодрочеры, а я Не нет. все. Петя там тоже. Нет, Петя тоже относительно меня. АК Блюгем. Тоже заряженный. Я даже не знаю такой скин. Без наклеек, без ничего. Без наклеек. Или 1 000 000 литров нефти Араплайт. Ну вот давай, нефть или бакалаш. 1 000 000 литров нефти. Миллион литров. Ну, пусть будет калаш. Нефть, конечно. Неправильно. Неправильно? Чё? Да. В смысле? Неправильно. Нет? А этот лям. Калаш. Не может такого быть. А 1 000 000 литров нефти Араплайт 537к баксов. Нифига, так дешево. Миллион нефть. Ну это прикол, я понял. Это с Но вот тут подвохом, с подвохом. где-то есть ловушка Джокера. Ну тут просто вот нет. это вот типа нефть, вся фигня, типа нефть же дорогая. Отлично. АВП Dragon Lore? Не сувенирная, обычная. Сувенирный. А. Сувенир. Или двухкомнатная квартира в Эр-Рияде. Dragonlore стоит, давай так, мой стоит где-то около 500 тысяч рублей. Самый заряженный, ну, Вот будет стоить... дороже намного, чем твой. Ага, ну 10 миллионов где-то будет стоить. Примерно, да, даже побольше. Сувенирный? Да. Анта АВП Dragonlore, я думаю. Двухкомнатная квартира. Наверное, АБП. Как будто квартира. Да пусть будет двухкомнатная хата в Риаде. Отлично. 450к. А Dragon Lore 150. Перерыв между катками. Самое время закупиться припасами. Пицца, бургеры, напитки и многое другое с доставкой прямо на базу. Яндекс.Итс или Яндекс.Еда дает скидку на первый заказ в твоем регионе. Выбирай промокод и приятного аппетита! Двухкомнатная хата может быть любая. 450 Ну, я это говорю. прям заряженная. Ну да, Это, да. это какой-то типа 150, кухня-гостиная, мне кажется, что-то такое. Ну, типа, двухкомнатная. Две огромные комнаты по 100 Я говорю. квадратных метров. Ну да. 40 квадратов, короче, кухня-гостиная, и еще спальня, мастер-спальня 40 квадратов и... И туалет с Да. ванной, вот это. Два санузла, гардеробная, да. Нушка. Ну, жить можно в целом с ребенком. Ну, я думаю, зависит еще от
качество квартиры. Ну, типа, я думаю, если покупать в пределах Рияда, не в новом доме, я не думаю, что такие цифры. Следующее. Перчатки порог розовые такие. Мгм. Ну они вроде стоят что-то типа $4000, правильно? Или год аренды апартаментов таких средненьких в центре Рияда. Что за вопросы? А перчатки высшие, типа, Ну, не знаю, но выше это сколько денег? $10 000. Больше. Не намного, но больше. Но это до 50к баксов и то, и то. Так, но я пробил уже примерные суммы. в Рияде. Год аренды апартаментов. Таких. Не, перчатки. Мне кажется, перчатки, если честно. Наугад, как будто Перчатки. гэмблить надо. Правильно. 18к, а аренда 12 тысяч. Соло. Следующие перчатки ящик Пандоры фиолетовые. Угу. Или 2 часа работы Криштиану Роналдо в Аль-Насре. По-любому 2 часа работы Роналду. Так, что-то я помню, мы считали, он в секунду зарабатывает типа $100, по-моему. Ну ладно. Роналдо? Либо перчатки. Я думаю, 2 часа работы Криштиану. Ну, 2 часа пусть будет. Ну пусть будет перчатки. Криштиану 2 часа. Нет. Нет? Он настолько, у него мало бабок за 2 Ну, часа? сколько ты думаешь, он зарабатывает? Да, ё-моё. Нет, ну за смотри, 2 часа. перчатки стоят около 30 где-то. В 2 раза больше. Чего? 61. 61? Ну, я тоже не знаю. Я тоже не знаю, на самом деле. А у Роналда сколько? 48к за 2 часа. Чего они так дорого стоят, эти скины? Капец. Ну, ладно. Ножи с фазой сапфир или изумруд. Зеленый и синий. Ну, это 1010, наверное, долларов. Или купить верблюда. Ну, не самого, среднего верблюда. Ну, ладно, смотря какой нож еще. М9? Ну, М9 изумруд 15 тысяч стоит. Примерно, да. Примерно. Теперь надо понять, сколько в Саудовской Аравии стоит верблюд. Это сложно. Но как? верблюд не заряженный верблюд, Да. понял? Не коллекционный. Тогда ладно, пусть нож стоит дороже. Ну, нож, наверное, подороже будет. Ножи. Наверное, нож. Я бы верблюд выбрал, верблюда бы выбрал. Нет. Нет? Офицер отряда Д, скин на офицера. Понял? Ну. КТшный, такой с глазами в маске. Да это же модельки, я вообще не шарю за эти модельки. Я знаю, что там какая-то самая дорогая, около 100 с чем-то баксов стоит. Скин Но на я не офицера. думаю, что он дорого стоит. Или джинсы Levi's в местном ТЦ. Levi's, нормальный джинс. Нормальный джинс. Так, джинсы Levi's. И здесь, наверное, стоит баксов 50. А скин стоит, ты сказал, даже не сотни, где-то, 80-70. Ну, этот скин, я сейчас не знаю, но я не думаю, что он там дофига стоит. Наверное, джинсы подороже будут. Пускай будет Levi's. Пусть будут джинсы Levi's. Пусть будут джинсы. Ну, скин, да, скины обычно они дорого не стоят, поэтому Levi's джинсы пусть будут. Правильно, на $5 отличается. Джинсы 55, а это 50. SSG 8 кислотный градиент или чизбургер. Сигнатурочка пусть будет. Ну, наверное, скаут подороже будет. SSG. SSG 08. Пусть будет градиент. Ладно. $1 она стоит, Ошибся. чизбургер 2. Ошибся. Eagle Blaze The Dust Collection такой с огнем. Ну, я понял, да. Так, но он, наверное, несколько тысяч долларов стоит. Нет, меньше. Или абонемент в фитнес-клуб здесь на месяц. Eagle Blaze. Дигл дороже, наверное? Дигл. Пусть будет фитнес-клуб. Нет, Blaze Deagle. правильно. Тут я уже примерно понимаю. Калаш Легиона Нубиса Так. или 1 килограмм говядины на местном рынке. Килограмм говядины. 1 килограмм говядины. Легион Анубис. Тогда говядину. Пусть будет килограмм говядины. Нет? На $2 меньше. Фамос воды Нептиса, такой морской, понял, голуба синий. Да, я понял. Или сутки в 5-звездочном отеле здесь в Ариаде. Сутки в 5-звездочном отеле. Да пусть будут сутки. Отель. Сутки 5-звездочные. Думаю, сутки. Правильно, хорош. Скин на Зевс, где Зевс Я прям не представляю, сколько он стоит даже. И чё еще? А Зевс где-то примерно $100 стоит? меньше, половину меньше. 50 баксов. Или однодневная экскурсия «Край света» и пещера летучих мышей. Это что такое за экскурсия еще такая? Ну, типа тебя везут за город, в каньоны, пещеры там. Так, экскурсия в пещеру. Может ли она стоить $50?
Пещера, наверное. Пусть будет скин дороже. Пусть будет экскурсия. Экскурсия. Ну да, наверное, может. Поэтому пусть будет пещера. Правильно, легенда. Проиграл Давид, казалось бы, самый шарящий за скины в нашей команде. И он разыграет в своем телеграм-канале скин, который выбрал в начале. Поэтому подписывайтесь на него, подписывайтесь на наш телеграм-канал Virtus.pro CS2, подписывайтесь на наш YouTube-канал Virtus.pro CS2 и следите за нами. Смотрите влоги с eSport World Cup, много контента и болейте за УП.